Партнером обзора новостей является криптовалюта Dash. Dash Digital Cash – первая независимая платежная система на основе блокчейна. Подробности на dash.org. Всем привет! Вы на канале Рукрипто, и с вами Настя и Лиза. Сегодня у нас будет необычный выпуск новостей, и мы будем вещать прямо с места событий. Мы находимся на Smart Tyler 2018. Это мероприятие проходит в парке высоких технологий в столице Республики Беларусь. Мероприятие представляет собой конференцию по криптовалютам, ICO и блокчейну. Здесь много интересных и классных людей, и сегодня мы попробуем с ними пообщаться. Смотрите нас! Максим, добрый день. Расскажи, какие у тебя впечатления от мероприятия? Мне очень нравится. Мне очень понравился, во-первых, Минске. Очень зеленый город, очень солнечный. А ты впервые, да, здесь? Я впервые в Минске, да. Вообще ни разу не был в Беларуси. Хотел еще в Витебск, кстати, съездить, но тоже не был. Вот, а мероприятие, мне очень нравится место. Много людей достаточно. Короче, Беларусь впечатлила тебя, да? Беларусь впечатлила, да, очень чисто. А Smart Tyler? Тоже мероприятие? Да. Да, я вижу, что много людей. Было интересно выступить тоже. А ты сам выступал уже, да? Да, я выступал в малом зале. А я ждала, что в большом. Пропустила, мне думала, рано, что все еще впереди. Я выступаю, практиковаться, да. Мне кажется, нужно сразу с места в карьер, и все. Прям вот вышел на большую сцену, и все, и ни шагу назад. Да, и здесь, да, все. Конечно, по-любому. Вот. Что я знаю о тебе? Ты занимаешься маркетингом криптовалют, ICO, блокчейн-проектов. И, насколько мне известно, сейчас Google и Яндекс запретили контекстную рекламу и рекламу в принципе, всего, что касается криптовалют. Вот это как-то на твоей работе отразилось? Да, конечно, отразилось. Мы больше не используем контекстную рекламу. И выступаем в малых залах. Мы не можем использовать теперь Яндекс, мы можем использовать Google до 1 июня. Эти каналы мы больше не будем использовать. Будем использовать MyTarget, ВК, YouTube, PR, все другие каналы доступны. Мобильные площадки. То есть выходы есть? Ну, пока да. Отлично. Надеемся, что так и будет все. Вот. А скажи, как-то на партнерстве с Dash это отразится? На нашем партнерстве с Dash, в смысле, на моего агентства? Да. Ну, конечно, мы больше не будем предлагать Dash продвигаться в контекстной рекламе. Теперь это бессмысленно, это запрещено. Вот. В остальном... Задай какой-нибудь по-другому вопрос. Безусловно, это отразится на этом, но что ты имеешь в виду? Ну смотри, будет ли хуже или будет лучше? Или в принципе будет все так же хорошо, просто по-другому? Не знаю, просто будут другие каналы. Остается довольно большое пространство, на самом деле, для другого продвижения, в частности, email-маркетинг, в частности, партнеры. Интеграция нативной с блогерами очень интересная тема. Потому что когда блогер работает со своей аудиторией, эта аудитория ему лояльна, например, у него есть 50 тысяч человек, он делает обзор Dash, и многие из этой аудитории становятся адептами Dash после этого. Так Мне работает... нравится слово адепты. Вообще, да, класс. Такая прям инновационная секта, в которой только плюсы, никаких минусов. Да-да. Так. Ну, такой вопрос, конечно, скучноватый, но важный. Вот как, по твоему мнению, какие события могли бы повлиять на курс Dash? Вот ты сам вообще занимаешься трейдингом? Нет, я не занимаюсь трейдингом, я занимаюсь только долгосрочными инвестициями, то есть я кладу и держу. Краткосрочно я не занимаюсь торговлей. Вот. Ну, кстати, нас слышно, интересно? Нас будет слышно. Прежде всего, выход эволюции мог повлиять положительно на курс Dash. Ну, мы все этого ждем. Это Dash Evolution, да? Да, возможно, это будет не в этом году, но что ж поделаешь. Ну, этот год осталось каких-то всего лишь 6 месяцев до его конца, поэтому если в следующем, то тоже классно. Также присоединение новых мерчантов очень сильно могло бы помочь делу. А скажи мне, что это значит? Ну, интернет-магазинов, например, которые принимают Dash. Вот что, да, круто будет, 100%. Так, ну что могу еще сказать? Ты, получается, из Москвы. Да. Вот, я недавно снимала новостной выпуск, и там рассказывала о том, что в Российской Федерации сейчас принят закон о цифровых валютах. Вот, и все считают, что это плохо отразится на проведении ICO в России. Но в Беларуси сейчас приняли декрет номер 8,
Да, слышал ты о таком? Да? Вот. Мне кажется, что это будет как-то положительно влиять на приток российских ICO к нам сюда. Как ты думаешь вообще? Я думаю, да. Анализировал? Ну, вообще, когда мы про декрет узнали, мы подумали, все, Белоруссия, наша вторая мама. Вот, но там много технических вопросов, ответ на которых пока не понятен. Ну, я думаю, все разрешится. Мы позитивно Ну, я желаю вам настроены. удачи. Ну, Вы белорусы гораздо мирные ближе, люди, вы понимаешь? гораздо ближе к цели, чем Россия, это точно. Очень надеюсь. Ну, нас мало, но мы такие, мы упорные. Так. Ну что, последний вопрос, он самый серьезный, поэтому настройся. Вот как ты считаешь, криптовалюты имеют какое-либо отношение к планете Криптон, к родине Супермена? Ну, отличный вопрос, хорошо. Ну подумай над этим на досуге. Возможно, это все оттуда как раз. Да, возможно. Все, я рада была с тобой пообщаться. Да, я Было супер классно познакомиться. Я не знаю, ну давай, пожмем друг другу руки. Смотри меня на Рукрипто, я буду смотреть твои фотографии дальше. С нами координатор русскоязычного сообщества Dash Алексей Гусев. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о проекте Dash Evolution. Какие у него перспективы? Перспективы оценят пользователи. Мы надеемся, что они их оценят, потому что он направлен прежде всего именно для удобства и простоты использования конечными пользователями. Как людьми обычными, так и предприятиями, которые захотят принимать Dash в качестве оплаты. Вот. И простота использования и простота интеграции являются главными целями и приоритетами этого проекта. Так что вот, я надеюсь, они это скоро увидят и смогут оценить. Вы считаете, что этот проект выведет цифровую валюту? Мы имеем ожидания, а опять же решит рынок. Мы бы хотели, чтобы люди попробовали как минимум использовать Dash и увидели его отличие от других криптовалют. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о нашей сегодняшней конференции. Конференция интересная, интересные люди подходят, в отличие от конференции в России, в Москве, которые обычно платные, довольно серьезно платные. Здесь вход открыт для всех, и приходят интересные люди, озадаченные не только инвестициями и способами заработка, но и люди, которые интересуются самой технологией, о том, как она способна менять наш мир к лучшему, и с ними интересно говорить, интересные вопросы. А какие ваши впечатления о Беларуси в целом? Беларусь замечательная страна с открытыми, умными, красивыми людьми, так что приятно здесь находиться. Спасибо большое, что уделили нам минутку. Smart Dollar 2018 – первая конференция по криптовалютам, где представлены различные монеты. Генеральным партнером и спонсором является криптовалюта Dash. Dash также организатор данного проекта. Сейчас мы пообщаемся с Еленой Бесединой, которая является кандидатом экономических наук, сооснователем проекта Dash People и маркетологом. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить о вашем проекте Dash People. Какую пользу он приносит Dash, какие перспективы и планы у этого проекта? Ну, наш проект нацелен на то, чтобы продвигать идеи Dash, для того, чтобы Dash процветал на территории России и не только, а также Европе. То есть мы на самом деле концентрируемся именно на этих регионах. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы не только пиар-деятельность осуществлять, но и делать какие-то конкретные действия, поэтому так с нетерпением, как и все, ждем Dash Evolution, то есть платежную систему, которая нам позволила бы, ну, скажем так, развернуться в полной мере. И вот такие конференции, как сегодня, мы тоже считаем, что они вполне актуальны и оправданы для Dash, потому что, если мы говорим про продукт, сегодня как электронные деньги, его невозможно продвигать только исключительно одним методом через интернет, а здесь необходимо живое общение. И вот конференции дают такую возможность доносить до аудитории, для тех людей, которые сегодня только вступают в криптосферу или для себя какие-то принимают решения, они могут послушать от первых лиц, что внутри происходит, и в том числе, что происходит в Dash и как Dash развивается. Так что вот в основном сегодня такой деятельностью мы занимались. А поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем мероприятии. Как всегда, у меня позитивные впечатления от таких мероприятий. Я уже говорила в предыдущих как-то интервью о том, что
Мне приходилось бывать и на мероприятиях, на конференциях, на европейских мероприятиях, в том числе в Азии. И я могу сказать, что по информационной составляющей те конференции, которые проводятся у нас в России, или как сегодня вижу в Минске, даже в значительной степени более высоки по своей вот начинке, по своему контенту. Совсем недавно вы посетили офис Dash Core в штате Аризона в США. Расскажите нам о встрече с Райаном Тейлором и поделитесь с нами планами Dash, которые обсуждались в ходе этой встречи. Мое личное мнение от встречи такое. Я скажу, что Райан, во-первых, был достаточно открыт, он нам уделил время и внимание. Мы обсудили многие вопросы, которые вот сегодня в нашей среде, в Dash-сообществе, так сказать, ходят и вызывают такие, скажем, очень бурные обсуждения. Мы посмотрели офис Dash Core, потому что я понимаю, что это было интересно не только нам, но и сообществу в целом. И мы постарались сделать такое интервью с ним объемное, с Райаном, и в том числе и сделать обзор по офисным помещениям. Но я рассказывала в своих видео, что это бизнес-центр, который находится в Аризоне, в городе Феникс, рядом с городом Феникс, на территории университета, инкубатор, такой как центр, инкубатор технических или технологических идей, как-то они так звучат. Все, что связано с наукой, с исследованием. И вот Dash Core как раз базируется на их территории. И офис представляет из себя пространство в формате коворкинга, где есть достаточно места для того, чтобы и работать индивидуально, и совместно. Ну и все еще это окрашивается этой солнечной атмосферой, поэтому условия у них прекрасные. Все такие позитивные. Ну и Райан мне очень понравился. Он поделился своим личным опытом. То есть, как он пришел в Dash, почему он развивает этот проект. И я от общения с ним почувствовала, что он реально живет этим проектом, живет идеей Dash. И это приятно. Хотелось бы еще услышать о конференции в Международном банковском институте, которую вы посетили в Санкт-Петербурге. Ой, Лиза, классно, что вы спросили. Это особая история. У нас в Санкт-Петербурге это был первый опыт проведения такого рода конференции. Она все же была в формате дискуссионной панели. У нас было несколько интересных спикеров, и мы не зря выбрали Международный банковский институт, потому что все-таки сегодня в обществе есть некое противостояние финансовых, банковских структур и криптовалютного мира, криптовалютной сферы. И очень было интересно посмотреть, узнать точку зрения банковских специалистов и будущих банковских специалистов, потому что там на данной конференции присутствовали студенты и преподаватели, как они относятся к сегодняшним новым технологиям, в том числе к блокчейну. Поэтому у нас получилась содержательная такая беседа, активно принимали участие и гости, вот студенты, и, конечно же, мы воспользовались возможностью и рассказали о Dash, скажем так, показали некоторые процессы, которые происходят в криптосреде на примере Dash-сообщества. И, в общем-то, отзывы были очень положительные после этой конференции, так что у нас намечается в июне следующая подобная встреча. Вы нам расскажете потом? Обязательно, да, обязательно. Хорошо. Спасибо огромное, что вы нам уделили минутку, что вы нам все объяснили. Это был канал RuCrypto. Олег, добрый день. Какие у тебя впечатления от происходящего? На самом деле меня очень воодушевило сегодняшнее мероприятие. Я, если честно, немножко опасался того, что поскольку в Беларуси не так много мероприятий такого формата, ожидал, что может получиться история, когда мы приезжали в Нижний Новгород, и про криптовалюту вообще никто не знал. Но на самом деле очень активная публика, очень интересные вопросы задавали.
И очень большой интерес к стенду Dash и к конкурсу, который проходит по установке кошельков Dash. Это наш первый такой опыт, и он нас очень воодушевил. Да, я наслышана, что это первый твой опыт. Скажи, вот легко было это все организовать? Какие препятствия были на пути? Как вообще такая идея тебе пришла в голову? На самом деле, опять же, глядя на то, как развивается это движение в России, очень хотелось привести в Беларусь тоже интересных, известных спикеров. И хотелось свой проект «Территория Dash» представить здесь, в Беларуси. Было ли это сложно сделать? Да, было сложно, но следует отметить то, что мы нашли партнеров, которые, в общем-то, часть работы взяли на себя, и поэтому получилось так, что все, что запланировали, все и сделали. Спасибо порталу КВ-Бай, спасибо парку высоких технологий, ну и, в общем-то, всей команде «Территория Dash», которая сегодня очень хорошо поработала. Ой, это очень приятно слушать, благодарность хорошим людям, это всегда супер. Олег, вот ты сказал про Нижний Новгород, что там были определенные нюансы, я так понимаю, негативные, но при этом ты говоришь, что в России развивается криптомир. Ну, следует, наверное, разделить Россию на Москву, Санкт-Петербург и остальную Россию, потому что то, что сейчас достаточно обыденно и буднично, и в Москве, и в Санкт-Петербурге там раз в неделю обязательно проходит какое-то мероприятие по блокчейну, то, соответственно, в глубинке, в Нижнем Новгороде, в частности, мы столкнулись с тем, что пока что об этом очень мало людей знают. Не такой интерес. Ну, уже из нашего диалога понятно, что ты бывал на многих конференциях, в том числе за рубежом, в других странах. Вот какие принципиальные отличия конференции, например, сейчас, которая проходит в Республике Беларусь, и в других там странах, городах? Вот какие есть существенные отличия? Особых отличий я и не увидел, в общем-то, скажем так. Доброжелательная публика, наверное, больше, более внимательно тебя слушают. Я обратил внимание на это. И очень много вопросов. Очень много вопросов, и именно при работе на стенде. Это говорит о том, что есть реальный интерес. Да. Ну а в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве в том же народ уже немножко присытился этими мероприятиями. Соответственно, ну там приходят, посмотрели, ну стенд Dash, ну прикольно, хорошо. Не задавая вопросов, проходя там иногда мимо, потому что людям уже и так известно, что такое Dash. А здесь же живой интерес. Вот ты занимаешься тем, что внедряешь Dash, так сказать, в обыденный людской мир, вот, приобщаешься к криптовалюте. Это, скорее всего, жилка учителя дает это себе знать. Вот скажи, стало ли это проще делать после принятия декрета номер 8? Я уже говорил в некоторых интервью о том, что декрет — это всего лишь декларация о намерениях. Беларусь показывает всему миру, что она сделала первый шаг на пути того, чтобы криптовалюты и блокчейн-проекты в Беларуси получили развитие, и не просто получили развитие, а им зеленая дорога за счет упрощенного налогообложения, за счет того, что криптовалюты не будут облагаться налогами. Это декларация, но кроме декларации должны появиться законодательные акты, и их достаточно много. Как только будет вся сформирована нормативная база, и сообществу, которое занимается блокчейн-проектами, будет понятно, куда они смогут двигаться здесь в Беларуси. Ну, а в принципе, я считаю, что определенный позитив в этом, конечно, есть. Будем верить в лучшее. Мы же белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли. Вот. Олег, ну, это как бы такое было лирическое отступление про родину, а сейчас хочу поговорить о семье. У тебя есть семья, супруга, дети. Вот скажи, они знают про криптовалюту, они знают про Dash, есть ли у них Dash кошельки? И вообще они понимают, чем муж и папа зарабатывают? Я хочу сказать, что у меня дочь, она во 2 классе учится, так вот, когда спрашивают, чем занимаются родители, она пытается объяснять своим одноклассникам, что такое криптовалюта, чем занимается отец. То есть она в теме. Да, и в теме.
Ай. Олег, мне приятно было с тобой побеседовать и с вами. Ты все время на «ты», поэтому не страшно. Вот, так что, Олег, вдвойне было приятно с тобой побеседовать. И вот как итог хотелось бы узнать, первый опыт уже положен, пройден, будет ли вторая подобного рода конференция в Республике Беларусь, или ты планируешь выйти на зарубежный уровень? Ну, мы не уходили с позиции того, что мы представляем Дэш не только в конкретной стране, в Беларуси, но и в целом в русскоговорящем сегменте. Поэтому ожидается конференция в Казахстане, на которую мы собираемся представлять Дэш. На сентябрь месяц, опять же, есть целый набор. Это и Одесса будет Москва. И похожую конференцию, как сегодня, мы хотели бы провести в одном из городов. Либо это будет Киев, либо Санкт-Петербург. Сейчас мы с партнерами ведем переговоры. В зависимости от того, как закончатся эти переговоры, будет принято решение, где еще будет проходить такая вот Дэш-конференция. Ну, я желаю успехов Дэш-сообществу, успехов лично тебе. Я думаю, что все будет круто. Я уверен в этом. Спасибо, Настя.